Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем печь пирожки с мясом и с капустой. Сначала мы будем готовить начинки для пирожков. Для этого мы берем 2 большие луковицы. 2 луковицы мы будем обжаривать и для мясной начинки, и для капусты. Для ускорения процесса я буду измельчать в блендере. А пока мы включаем плиту для того, чтобы обжаривать лук. Все, опускаем лук, масло. Я добавила столовую ложку топленого масла и немножечко растительного, ну тоже где-то столовую ложку. Вот так вот где-то. Почему я сильно измельчила лук? Чтобы его практически в мясе не было, чтобы кусочками он там не находился, мы поэтому пюрируем лук. Все, пусть обжаривается. Обязательно солим и перчим. Тем, чтобы у нас лук не подгорел. Пока у нас лук обжаривается, мы тем временем нарежем яйца для начинки, для капусты. У меня 4 отварных яйца, я их заранее сварила. И нарезаем произвольно. Эта начинка тоже является как начинкой для кулебяк. Мы сегодня будем делать пирожочки. Лук у нас практически обжарился. Вот он уже стал прозрачный. Нам не нужно его обжаривать до румяности. Вот он как бы проготовился. Предварительно я накрошила капусту, залила кипятком, дала постоять 5 минут и откинула его на дуршлаг. То есть капуста у нас полуготовая. Вот в таком виде мы будем закидывать сейчас его в сковородку и обжаривать. Половина порции лука обжаренного я уберу сразу для начинки мясной. Даже можно чуть больше половины забрать. Так, все, добавляем еще немножечко масла. Прям совсем немножко. Обжариваем еще минуточку. Парочку даже можно минут. Специи добавляйте, какие вам нравятся. Но я буду добавлять только перец и соль. Выкладываем в сковороду всю капусту. Аккуратно. Вот она хорошо стекла. В ней нет влаги. И перемешиваем. Добавлю прям буквально пол чайной ложечки сахара. Вот, буквально пол чайной ложечки. Без горки. И еще раз подсолим
Немножечко подперчим по вкусу. Если вы не любите сильно острую начинку перченую, то добавляйте меньше перчика черного. Все, пускай тушится. Если вам не нравится бледный цвет капусты, вы можете добавить красную паприку. Давайте добавим немножечко. Буквально пол чайной ложечки тоже. Она будет более красивого цвета у нас начиночка. Перемешиваем. Пробуйте на вкус ее. Если капуста проготовилась, можно ее убирать. Когда она остынет, ее соединяем с отварным яйцом. Все, капуста у нас готова. Капусту мы убираем, ставим в другую сковороду. Также процесс такой же. Доливаем масло, где-то столовую ложечку еще. Вот так вот где-то. Выкладываем обжаренный лук. Весь. Немножко подсаливаем тоже. И добавляем прокрученное отварное мясо. Здесь у меня говядина и небольшой кусочек печени говяжьей. Мы любим смешанный фарш в мясных пирожочках. Я его заранее проварила, прокрутила. Сейчас я его повторно буду обжаривать с луком на сковороде. Нам нужно, чтобы вкусы соединились лука и мяса, поэтому мы будем обжаривать еще на сковороде. Если вы по какой-то причине не сохранили бульон, можно также добавлять немножечко кипяченой воды. По чуть-чуть, немного. И нам нужно, чтобы эта вода потихонечку выпаривалась. Мясо при варке было подсолено, поэтому здесь слишком много соли не нужно нам. Перчик мы еще добавим. И обжариваем до готовности. Не накрывайте крышкой, чтобы влага у нас испарялась. Он не сильно рассыпчатый, что нам нужно. Немножечко влажный, чтобы он был более сочный. Вот. Влаги нету, выкипела вся вода. И перекладываем в дозы и остужаем. Одна начинка готова. Теперь перекладываем вторую. Капуста тоже у нас остыла. Вот одна начинка у нас готова. И мясная начинка готова. Теперь мы их остужаем. Выношу на холод, чтобы они у нас остыли. Пока начинка у нас остывает, мы будем делать опару. Опара — это у нас идет 100 грамм теплой воды, дрожжи, щепотка соли и сахара. Вот добавляем где-то чайную ложечку сахара, щепоточку соли, дрожжи. Дрожжи 30 грамм у меня идет. Сахара 50 грамм в тесто. Соль, 2 яйца, 125 грамм сливочного масла, 100 грамм растительного масла, пол-литра молока 500 миллиграмм и муки сколько возьмет. Будем смотреть в процессе замеса теста. Я вам скажу примерно, сколько муки уйдет. Я взвешу чашку с мукой и вам подскажу конечный результат. Ну что, начнем пока делать опару. Добавляю 100 грамм теплой воды. Перемешиваем. Процесс будет идти очень быстро, потому что дрожжи очень свежие, они очень активные. Добавляем муку.
опару делаем как густая сметана. Мука просеянная у меня заранее. Вот, получается вот такая густая, как сметана. Масло сливочное я половину заменила топленым маслом. У меня где-то 60 грамм сливочного масла обычного и 65-70 топленого. Ну, в общей массе 125, ну, 130 грамм можно. Сахар 50 грамм. И отсюда взяла для опары немножечко. И вот это все пойдет у меня в тесто. Сахар весь пойдет в тесто. Все, ждем, пока поднимется опара. Пока у нас опара работает, мы нагреем молоко до комнатной температуры. Туда добавим мы масло, сахар и соль, чтобы они у нас растворились в молоке. Молоко, весь сахар, соль. Ну, здесь у меня где-то чайная ложка соли. Пока добавим половинку. И масло. Хочу вам показать, как начали работать дрожжи. Вот. Дрожжи очень хорошо работают. Посмотрите уже, как поднимается. Пока оставляем. Готовим чашку, в которой будем замешивать тесто. Разобьем яйца. 2 яйца опускаем в чашку, где будем замешивать. Выливаем туда же растительное масло. Все. И туда же выливаем молоко, которое уже мы подогрели до комнатной температуры. Перемешиваем. Я попробую на соль. Добавляем всю соль. Чайная ложка. Если вам удобно работать венчиком, можете венчиком замешивать. Все, опара у нас поднялась. Я добавляю жидкие ингредиенты. Муку я взвесила. Весит она у меня 1,903 кг. Сколько мы будем использовать в тесто, я вам потом скажу отдельно. Перемешиваем жидкие ингредиенты. Я поменяю местами, чтобы мне было удобнее добавлять. Добавляем муку. Сначала немножечко. Перемешиваем. Тесто у нас получилось, смотрите, вот такой густоты. Как бы густые, тесто на густые такие оладьи дрожжевые, когда вы делаете. Вот примерно такое. Теперь что мы делаем? Хотите, отбивайте лопаточкой, хотите рукой. Я буду делать это рукой, мне так удобно будет. Периодически смазываем руку маслом, чтобы тесто не прилипало. Так, слегка. Вот такими движениями легкими. Сильно не надо усердствовать. Вот слегка отбиваем. Давайте тряпочку простелим, чтобы было удобно. Вот так вот. Тесто довольно-таки жидкое. Если вы первый раз такое тесто будете делать, можете добавить
по чуть-чуть муку, чтобы вам было легче, чтобы оно не сильно жидкое вы взбивали. Можете немножечко добавить муки по краю, прям вот буквально жменечку, чтобы чистить с краев все тесто. Окунаю руки в муку и вот такими круговыми движениями собираю тесто. Форму я смазала маслом, чтобы тесто не прилипало. И вот такой шар, он очень, как бы, тесто очень нежное. Вот оно, видите, оно даже как бы не собирается. Но вы, когда испечете пирожочки, поймете, для чего нам нужно было такое жидкое тесто. Вот, собрали его в кружок. Накрываем пленочкой. Тесто будем обминать 2 раза. Вот в таком виде мы его ставим. Так, я взвесила муку. Итого у нас ушло на тесто 200 кг. Тесто обминаем 1 раз. Вот оно у нас поднялось. Смазываем руки маслом. Немножечко, совсем. Чтобы тесто не прилипало к рукам, смажем. И вот так легкими движениями опускаем. Вот выделяется углекислый газ, видите? Тесто воздушное получилось. Обминаем 1 раз, закрываем пищевой пленкой назад. Накрываем полотенце и даем еще раз подойти тесту, потом мы будем уже формировать пирожочки. Тесто поднялось 2 раз. Теперь снимаем пленочку. Половину теста мы оставим пока в этой посуде, половину выложим на доску для разделки. Припудриваем поверхность, где будем разделывать тесто, обильно. Берем половину теста, разделиваем на глаз. Это тесто аккуратно со всех сторон как бы собираем. Делим его на 2 части. И разделяем на кусочки одинакового размера. Где-то вот так. Вот мы накрутили шарики для пирожочков. Теперь берем фарш, который мы будем класть. В первую очередь мы сделаем мясной фарш. Сейчас буду начинять пирожочки. Сначала так вот разделяю, придавливаю рукой, как бы слегка раскатываю. Кладем хорошую ложку фарша. И защипляем пирожочки. Обязательно выдавливайте воздух с пирожочков.
защипляем. Вот в таком виде вот такие пирожочки укладываем на противень. Противень у меня застелен пергаментной бумагой просиликоненная, которая, вот о чем я говорила. Вот такая бумага у меня. Мы их смажем яйцом взбитым с молоком. Чуть-чуть молока, одно яичко взбиваем целое. И будем этим смазывать пироги наши. Пирожки, пироги. Кто как хочет, называйте их. Вот так. Фарш получился очень нежный. Так, приплюснуть слегка. Выпускаем воздух обязательно с пирожочков. Такие пирожочки у нас получаются. Этой скалке 35 лет. Когда они появились, только-только вот эти движущиеся. Вот она мне столько служит верой и правдой. Пирожки мы налепили. Сейчас мы их обмажем яйцом с молоком. Духовка у нас нагрелась. Начнем печь наши пирожочки. Первую партию я испекла. Достаю. Вот такие получились. Вторую. Все, закрываем дверь. 200 градусов у нас. Вверх-вниз функция. И печем дальше. Первая партия готовая. Сейчас посмотрим, как они запеклись у нас снизу. Они горячие. Сейчас я их пока трогать не буду. Их надо накрыть полотенчиком. Они должны немножечко полежать под полотенцем. Достаю вторую часть теста. Вторая партия тоже уже готова. Достаем.
Вот такое количество у нас получилось пирожков с мясом и с печенью. Так, пирожки с капустой тоже у нас дошли. Готовы. Достаем их. Тоже накрываем. Накрываем. И ставим второй противень. Вот наши пирожочки уже готовы. Вот с капустой, вот с мясом. Сейчас будем пробовать. Ну что, ребята, давайте пробовать пирожочки. Давайте мясные возьмем, попробуем. И с капустой, с яйцом. Очень нежные. Начинки достаточно, тесто пропеклось. Давайте теперь попробуем с капустой, с яйцом. Тесто мягкое, пушистое, воздушное получилось. Очень вкусное. Рекомендую всем приготовить. Вот такое количество пирожков у меня получилось с того теста, которое я замесила. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Приятного аппетита! Всем до свидания, до новых встреч!